Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня мы будем делать сборку ПК для стримов всего за 40 тысяч рублей. И поговорим немного, на что именно надо обратить внимание при сборке стримерского компьютера, чтобы потом не заставлять своих зрителей ловить фризы и мыльную картинку. Но перед тем, как мы приступим к сборке лютейшего стримерского зверя, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну что ж, давайте приступим к нашей сборочке. Первым делом надо понять, что для стримерского ПК нужна не только топовая видеокарта, но и процессор тоже. За 40 тысяч рублей у нас точно не получится собрать самый крутой ПК для стрима, но для начинающего стримера его вполне хватит. Именно поэтому сегодня мы будем фокусировать внимание на идеальном балансе между всеми комплектующими. Первым делом предлагаю взять процессор. Идеальным вариантом для начинающего стримера будет Ryzen 5 2600, который при адекватной оперативной памяти точно не даст нам получить отвал на Твиче. Поэтому, не поднимаясь с дивана, смело добавляем его в корзину за 8399 рублей. И так как сегодня у нас не очень дорогая сборка, а денег на стриме нам еще не задонатили, то возьмем самый обычный охлад на процессор, под которым он будет чувствовать себя комфортно. Я присмотрел неплохой аэрокуловский кулер под названием VRH+. Всего за 650 рублей мы получим 110 Вт рассеиваемой мощности и сделаем наш прос очень холодным для суточных стримов. И теперь мы приближаемся к самому главному компоненту. Чтобы наш процессор смог на полную мощность вывозить потоковое вещание, нам придется нехило так раскошелиться на оперативку. Поэтому берем кит на 16 ГБ Kingston HyperX Predator за 6899 рублей. И если вам не хватит ее потенциала, заложенного из коробки, то читаем гайды по разгону оперативной памяти для чайников и гоним ее хотя бы до 3600 МГц. Именно на этих частотах мы сможем дать нашему Ryzen вдохнуть свежего воздуха и продолжить нам выдавать качественную картинку на Твиче. Кстати, напишите в комментариях, какую бы вы оперативную память поставили в стримерский компьютер, и желательно, чтобы ее можно было найти в продаже. На материнку мы особо тратиться не будем и возьмем народную Gigabyte B450M S2H за 4799 рублей. Питальника этой матери за глаза хватит под нашу сборку ПК для стримов. А переплачивать за хороший питальник под 6-ядерный процессор смысла нет никакого. Разве что если у вас много денег и вы готовы влиться по полной и ради будущего апгрейда. Но даже эта мать спокойно даст нам возможность вести качественные трансляции. А вот от чего зависит качество самой графики в игре, так это от видеокарты. Естественно, что для стрима какого-нибудь метро на ультрах нам понадобится видеокарта стоимостью весь бюджет нашей сборки ПК. Поэтому мы поставим самый минимальный уровень для комфортного FPS, а именно GTX 1650 Super, с хорошей пропускной способностью памяти и более современными кодировщиками по сравнению со старыми поколениями Nvidia. С ней мы сможем стримить практически любую онлайн-игру на высоких настройках, и даже постримить очень тяжелые игры на средневысоких настройках. Например, тот же Valorant или Minecraft на нашей сборке можно будет свободно стримить в разрешении 1080, 60 кадрами на полных ультрах. А в какой-нибудь GTA 5 или Apex мы сможем получить от 1650 Super вполне красивую картинку на около высоких настройках. Главное, не забывайте, что для комфортного стрима в 60 кадрах ваш FPS в игре должен быть как минимум на отметке в 70-80 кадров. Ну и теперь пришло время перейти к выбору блока питания. Если рассчитывать мощность, то нам с головой хватит какого-то обычного блока на 500 Вт. Но исходя из логики, стоит задуматься о покупке блока питания с запасом под апгрейд видеокарты. Поэтому возьмем проверенного годами Zalman на 600 Вт, чтобы в будущем поставить какую-нибудь RTX 2070 без необходимости замены дешманского блока питания. Но в целом вы можете присмотреть себе другой БП. У меня на канале есть видео про выбор блоков питания. Можете заглянуть туда по всплывающей подсказке. Ну и теперь осталось выбрать SSD, так как для стримов быстрая память один из ключевых моментов. Для сборки ПК за 40к брать что-то с большим объемом очень непросто, так как в свете последних событий цены просто космические. Поэтому я предлагаю вам поставить очень неплохую Пантеру на 240 ГБ. Для системы и парочки игр этого будет достаточно. А с первых донатов вы всегда сможете поддокупить себе еще один SSD или жесткий диск. Ну и теперь стоит вопрос, где все это добро собрать. Мне как-то поднадоело включать в сборку самые дешманские корпуса, поэтому идеальным вариантом будет собраться в старом корпусе. Или пойти на Авито и взять себе самую обычную коробку за плюс-минус 500 рублей. Ну а если у вас еще есть бюджет, то идем и берем какой-нибудь достаточно неплохой корпус с хорошим продувом, чтобы не выкидывать лишние деньги за какой-то шлак.
Например, можно взять Zalman i3, в котором сразу стоит 4 кулера. Или взять какой-нибудь MSI Mac Forge, в котором тоже идут в комплекте кулера. В общем, выбор очень большой, и вопрос корпуса напрямую зависит от вашего бюджета. Ну а вариант собраться в коробке и открыть летом крышку остается актуальным всегда. Ну и в общем, вот такая сборочка ПК у нас вышла за 40 646 рублей. Также хочу напомнить, что в моей группе в ВК вы можете задать мне любой вопрос относительно компьютерного железа. А в моем дружном Discord-канале можно просто пообщаться и поиграть в игры. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!